Привет, дорогие мои зрители! Вторая часть пуфика непредвиденная. Я не собиралась этого делать, но, видимо, придется. В общем, край я сделала полностью. Вот так это выглядит. Здесь прикрутили уже донышко. Вот такие ножки, тоже это бэушные, не помню, откуда они, ну, откуда-то взялись. Вот. Непредвиденная часть в чем? Вот в этой штучке. Вот это не совсем мне нравится, совершенно не нравится. Так оно вроде не видно, но все равно вот это ну совсем мне не нравится. Короче, решила я здесь закрыть, сделать некий декор. Опять говорю, не собиралась, но придется. У стенки такие вообще. Я еще, правда, лаком не покрывала. Уже думаю, потом все вместе покрою. Вот здесь получилось, вот видите, фиготень. Вот это я еще завтра наждачкой подпилю маленько. И сделаю вот такую полосочку. Сейчас я покажу, что я буду делать. Сразу скажу, идею я нашла на Фейсбуке. Там есть, по-моему, Наталья ее зовут. Она у меня в друзьях на Фейсбуке. Кстати, у меня там есть группа по мастер-классам. Есть в Телеграме чат, где вы можете со мной напрямую пообщаться, что-то спросить. Ссылочки, все полезные ссылочки будут в описании. Заглядывайте туда. Ну так вот, по-моему, ее Наталья зовут. И она тоже плетет и плетет довольно-таки очень-очень хорошо и красиво. И вот она мне подкинула идею. Она выложила фото с плетеной корзиночкой. И там очень интересная была ручка плетеная. Как бы я такой не видела еще. И почитав комментарии к ее посту, я поняла, что она там пишет, что возьмите за идею узлы макраме. И вот я надумала. Значит, трубочки нам нужны. Основы трубочек будут у нас толстые, какими мы плели пуф. Это трубочки на спицу 2,5 миллиметра, из полосы 10,5 сантиметров. Трубочки рабочие у меня тоненькие, на спицу 1,7, из полосы 5 сантиметров. Итак, чего же я надумала? Вот я склеила вот такую конструкцию. Это на полимерный клей склеено. Внутри 2 толстые трубочки, по краям 2 тоненькие. Я вот здесь их у края склеила. Сейчас я буду плести это первый раз. Значит, что мы сделаем? Мы немножко трубочки примнем, сомнем. Я так думаю. Применяем узел макраме. Делаем вот такую петельку. Слева. Справа трубочку ложим поверх, под низ, под основание и в петлю. Сейчас вот как бы так приноровиться. Я думаю, так, чтобы моя конструкция не разошлась, этого хватит. Теперь ту же самую манипуляцию проделываем, но с другой стороны. И вот, увидев эту ручку на той корзиночке, на маленькой, мне очень понравился этот рисунок. И ручка выглядела очень красиво. И вот теперь я хочу сплести вот такой декор для моего пуфика. Ну, я думаю, тут шаг можно будет делать разный, какой можно только захотеть. Трубочки вот эти у меня совершенно сухие, просто покрашенные, совсем никак не лакированные. Эти, конечно же, обработанные моим способом, который вы найдете по ссылке в описании. Итак, ну, вроде получилось. Заново. Значит, левую трубочку ложим петлей
Я так думаю, вот смотрите, вот так не надо ложить. Надо сразу ложить петельку маленькую. Правую ложим поверх, вниз, под основание и продеваем в петлю. И аккуратно начинаем затягивать. Как-то поправлять, вытягивать. Но я думаю, при хорошей сноровке это получится довольно-таки неплохо. Так, вот видите, она уже аккуратненькая получилась. Вот здесь петелечка. Мы делали петлю слева, теперь будем делать справа. Вот так сразу ее маленькую делаем. Теперь положили справа петлю, левую поверх, под основание и в петельку. Значит, какой тут у нас получается ориентир? Ориентир у нас такой, смотрите. Вот видите, тут петельки образуются. Вот петля, вот петля. И вот, чтобы не запутаться, с какой стороны начинать, вот петля, допустим, сейчас справа, значит, начинаю я сейчас слева. И вот так никогда не запутаемся. Потому что здесь вот не получаются петли, петли получаются с разных сторон. И вот они нам не дадут запутаться. Еще раз, петлю поверх основы, под низ, под основание и сюда в петельку. Сейчас вот еще надо понять, как это все наращивать, чтобы это меньше было видно. Ну, сейчас поймем. Слушайте, довольно-таки неплохо, правда? Если даже такая ручка будет на какой-то корзиночке, даже пусть на маленькой, вообще, я думаю, шикарно. И вот уже проплетя 30 сантиметров, я поняла одну особенность. Вот смотрите. Одна трубочка у нас постоянно идет, загибает петлями. Вот она идет. Вторая трубочка у нас выходит, заходит. Тут опять выходит, заходит, выходит, заходит. И вот наращивать их надо. Да, кстати, вот это можно все раздвинуть. Вот так это все подвигается. Если вы, допустим, пореже хотите сделать, да? Кстати, неплохой такой вид. Мне даже понравилось. Да, еще я поняла, как лучше, чтобы меньше тянуть, без риска порвать трубочки. Ну, сейчас давайте о наращивании. Наращивание я поняла, что трубочку нужно наращивать там, где она откуда-то выходит. Вот смотрите. Вот у меня петля сейчас была в левой стороне. Сейчас я ее буду вправо загибать. Эта трубочка вот сюда пойдет. Вот в этом месте я ее наращу. Уже пробовала в разных местах, но не особо. Прям вот так я ее срежу. Тут мы будем пользоваться как при корневом. То есть трубочки я буду сминать как при корневом. Хорошенько так сминать. Обязательно клеем пользоваться полимерным. ПВА не подойдет. Вы это не сплетете. И вот смотрите. Вот так я ее нарастила. Естественно, я сейчас буду ее придерживать. Так, вот у меня петелька была с левой стороны. Теперь я петельку загибаю с правой. Вот здесь обязательно нужно приминать хорошо. И вот я сразу делаю петельку. Я не оставляю лишнее, чтобы не тянуть. Вот здесь ложу, вот. Так, тут я сейчас придерживаю. Здесь у меня наращивание. И вот эту я тоже сразу огибаю под основу и в петлю.
Вот, наращивание осталось на месте. Эту можно немножко подтянуть. Все, и нам ничего, в принципе, не придется тянуть. Теперь я здесь петельку сделаю. Здесь вот так положила. Здесь выпускаю в петлю. Вот она, почти ничего не тяну. Пока только нарастили, раздвигать не нужно. Потом это все вот так очень легко подвигается. Вот оно туда-сюда, гармошечка. Когда она уже подсохшая, где наращивание и все прочее. И вот так оно уже аккуратнее. Вот когда сразу ложите петлю, когда сразу направляете, чем вот нежели я здесь изначально делала, да? Вот эта трубочка, которая постоянно у нас ложится петельками. Я поняла, что наращивать ее нужно тоже вот здесь. В общем, наращиваем либо здесь, либо здесь. Вот когда выходит откуда-нибудь, выходит трубочка из-под петли какой-то. Если дальше ее отрезать, она будет соскакивать. Мне уже не одна так соскочила. Вот ее сюда же. Вот здесь сейчас вообще аккуратно надо. Либо немножко, минутку-две подождать, пока высохнет, подсохнет клей, потому что полимерный клей очень быстро сохнет. Все, эту мы уже не боимся, она у нас уже схватилась, наращивание. Уже мне неудобно, положить некуда. Здесь прям очень-очень аккуратно, потому как там у нас наращивание. Вот, все, закрепилось. И вот опять справа, слева. Только сразу ложите уже, чтобы меньше было затягиваний, без риска порвать трубочку. Неудобно на камеру вообще. Ну, вот, в принципе, я объяснила. Такая красота получается. Лично мне очень нравится. Сейчас мы посмотрим, как это будет выглядеть на пуфике. Ну, смотрите. И вот так я вот это сделаю. Приклею на горячий клей. Ведь красота, правда? Лично мне так очень нравится. Как-то не так видно. Вот так я сейчас сделаю. Вот. Вот так я приклею на горячий клей. Закроется весь страх вот этого дерева, потому что оно неровное, некрасивое это. А так я сделаю какой-то декор. Будет очень красиво. Что ж ты падаешь, зараза. Ну, на сегодня все. А крышку мы будем обшивать в следующем видео. Может, вы умеете это делать. Кстати, у нас уже нарциссы пораспустились. С весной вас. Всем пока. Увидимся в следующем ролике.